С вами программа «Общество. Особый взгляд». События общественной жизни последних дней. И не только. Мы верим твердо в героев спорта. Часть 2. Кто инициатор моды на спортсменов во власти? И почему эта мода так быстро прошла? Один из наших предыдущих выпусков был посвящен тому, что боец ММА Джефф Монсон стал депутатом Красногорской городской думы. И прежде, чем мы перейдем к основной теме нашего сегодняшнего повествования, поставим точку в выборной кампании Монсона. Очевидно, что ни один избиратель в здравом уме и трезвой памяти не доверит представительские полномочия человеку, с трудом выговаривающему русские слова, даже если он всемирно известный боец-профессионал. Следовательно, без выборных технологий не обошлось. Так кто же он, мастер-технолог, издевающийся над городским округом с населением почти 250 тысяч человек, да и над самим Джеффом Монсоном тоже? Его зовут Владимир Кутьев. Указанный гражданин является основным владельцем единственного легального казино в Сибири – Алтай-Палас. А Джефф Монсон стал соучредителем в компании оного алтайского бизнесмена. Партнеры они с Кутьевым. Наша справка. Летом 2016 года в Кемеровском ООО «Алти», реализующем в игорной зоне «Сибирская монета» проект комплекса с единственным легальным казино «Алтай-Палас», изменился состав владельцев. Собственником доли в 70% стал гендиректор Горно-Алтайск нефтепродукт некто Владимир Кутьев. Один из основных владельцев казино, Владимир Журавков, кстати, бывший вице-губернатор Кемеровской области, вышел из числа собственников Алти после того, как его сын Тимофей, владевший 30% актива, был убит в феврале 2016 года. Не обошлось без крови в активе гражданина Кутьева. Вот и Джефф Монсон теперь туда же. Видимо, появились интересы у алтайского бизнесмена в Красногорском городском округе. Джефф Монсон чем не медийная фигура? Жаль только, что помимо веселья и недоумения значительной части избирателей, Джефф еще и вляпаться в кровь рискует. Не убивают в России владельцев бизнеса по бытовым мотивам. Не туда влез Джефф Монсон. Но главная тема нашего сегодняшнего репортажа – это манипуляции узнаваемыми фигурами вообще и спортсменами в частности. Когда и по каким причинам эти манипуляции начались, какова была их цель и почему они идут на спад, в нашем выпуске. Отличительными по количеству участвующих известных фигур, спортсменов, артистов, работников культуры были выборы в Государственную Думу 2007 года. И именно на этих выборах была отменена одномандатная система, и выборы проходили только по партийным спискам. Таким образом, известные фигуры в партийных списках создавали благоприятный имидж партии и увеличивали шансы на прохождение менее известных фигур, например, бизнесменов, по различным причинам стремившихся в Государственную Думу и готовых ради этого на многое в денежном выражении. 2007 год был уникальным по целому ряду параметров. Нефть по $95 за баррель, стабильный рост цен на недвижимость, рекордная активность на корпоративном рынке, денег море, ну и настроение, соответственно, приподнятое. И главная задача – завершить административно-экономическое укрепление семьи до нерушимого уровня. Этот год был годом расцвета архитектора. Фигуры, имевшей колоссальное влияние на внутриполитические процессы в России, Владислава Суркова, признанного политтехнолога номер 1. В числе депутатов Государственной Думы, избранных в 2007 году, было более 20 известных молодых спортсменов. Именно молодых героев советского спорта мы не берем в расчет. В ныне действующей Думе их не более 5. Почему так? Вновь введенное голосование по одномандатным округам тому причиной. Чтобы быть избранным по одномандатному округу,
Необходимо вести реальную работу с избирателями. А для этого одной блестящей спортивной карьеры мало. Вот и уходят фактически обманутые партии власти, бывшие депутаты, в медийные шоу. Не бедствуют, конечно. А некоторым так вообще повезло. Алине Кабаевой, например. У нее свое шоу. А те несколько тысяч спортсменов высшего уровня, которые создавали конкуренцию лидерам, дыша им в спину и заставляя их идти вперед, где они? Хорошо, если не пьют запоем. Но и у них есть перспектива. Если не поставить бокал с шампанским на стол и не заняться расчисткой накопившихся социальных проблем, свалится страна в 90-е. И пойдут спортсмены опять в бандиты, как в давно уже всеми забытой песне Лозы. В нашем следующем выпуске. Законотворчество в России. Денежная сторона вопроса. Сколько денег реально поглощает Государственная Дума России? Оставайтесь с нами. С вами была программа «Общество. Особый взгляд». События общественной жизни последних дней. Подписывайтесь, смотрите, рекомендуйте. До встречи.